Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами проведем хирургическую операцию по отделению вот этого вот малыша, вот этого вот красивого желто такого персикового биглипчика, малыша, который у нас появился на пеньке орхидеи, которую мы омолаживали в прошлом году вместе с вами, отсоединяли орхидеи макушку вот эту вот с несколькими воздушными корнями и пересаживали вот в такую вот закрытую систему, стимулирующую посадку. Макушка у нас прижилась, нарастила новые корешки, и потихонечку у нас она вот так вот здесь развивается, этот желтый биглипчик. А вот пенек с двумя листьями, на которых мы некоторое время назад срезали черные пятна. Я показывал, как черные пятна механическим способом просто ножницами обрезать, обработать края срезов куркумой, либо там перекисью водорода, либо другими немножко такими доступными и дезинфицирующими средствами, и все, и черноты у вас больше не будет. И вот, значит, этот пенек у нас с двумя вот этими листочками. Когда мы, кстати, отделяли макушку, у нас получился форс-мажор. Мы прям вот по-другому никак не получалось. Резанули так, что вот лист, видите, прям отсекли. По-другому никак нельзя было отрезать макушку. Вот, отсекли лист, и он у нас тут, как бы, знаете, прям на нескольких, я не знаю, на пару миллиметрах, на тройке миллиметрах живой ткани висит вот так вот, но тем не менее продолжает жить. И вот такой пенек, обработанный срез корицей, настоящей корицей, подчеркиваю, у нас выдал пенек, детку, причем достаточно быстро. Но уже наученные горьким опытом того, что, к сожалению, на пеньках орхидеи, молодые орхидеи, очень часто, переплетаясь с корнями старой орхидеи, получают болячки, переходящие от гниения корней старого пенька на новую молодую деточку. И вот сегодня я, значит, собираюсь отсоединить, тем более, что у нас у детки вот здесь вот наверху начали иссыхать корешки, что мне очень не нравится. Думаю, что пора эту орхидею срезать, с учетом того, что даже вот у нас у этой детки есть один корень, вот он, его видно вот там. Вот он, видите, там внизу, в глубине, он совсем иссох. То есть он прям превратился в такую, знаете, прутик. Поэтому мне хочется сегодня эту орхидею отсоединить от пенечка и пересадить, полноценно пересадить, чтобы орхидея жила уже своей самостоятельной жизнью. А насколько это возможно, пенек по максимуму оставить и, возможно, понаблюдать. Возможно, пенек нам выдаст еще одну детку, ну, что, в принципе, маловероятно, но возможно. Здесь у нас лист вот этот вот прям совсем уже отгнил и здесь вот начинает уже пропадать. Поэтому нам сегодня край нужно отсоединить. Вы видите, мы Максимом спасали этот биглип. Он уже у нас такой, знаете, двойного омоложения. Первое, после магазина у нас был, начал гнить основание. Мы его спасали, обрезали после магазина. Спасали ему корневую систему. Сажали сюда, ну и потом вследствие он у нас адаптировался, вернулся к жизни, нарастил макушечку, и мы в одном месте, где у нас удалили мы лист механически, получился такой, ну, как бы пропуск от листьев, и полезли корни. И мы в этом месте решили вот обрезать, оставили пенек, и вот детка появилась на этом пеньке. Так, ладно, это все была лирика, а теперь, друзья, перейдем значит, к самой процедуре.
А, так, ну что, сперва посмотрим, отсечем все ненужные корни, которые нам могут мешать. Это и на пеньке на самом, вот эти вот старые корни, которые нам будут мешать. Вот так вот, видите, у самой детки там корень, вон он, вон тот корень, вот он, видите, вот он. Вот этот вот корень, он иссох, поэтому я сейчас подлезу, аккуратненько его отсоединю, этот корень. Вот. Он, кстати, у нас прям и упал туда, внутрь. По-моему, он не такой большой, как мне казалось изначально. Вот он. О, совсем маленький. Так, что нам еще здесь мешает? На самом деле я вижу, где у нас крепится. Вот он от пенька отходит. То есть здесь прям вот прям небольшой такой надрез сделать. Вот видите, вот здесь. Не знаю, насколько это получится скальпелем сделать, вот, аккуратно, но постараемся сделать так, что у нас, видите, с другой стороны на этой пуповине орхидейной у нас здесь еще корень, вот он, молодой. Он, значит, зажат между листиком и старым корнем. Я вот сейчас этот старый корень постараюсь максимально срезать, чтобы он, опа, не мешал. Вот он, старый корень. Он у нас вообще тут уже погиб. Это пеньковый корень, это не деточкин корешок. Так, ну и что? Вот у нас здесь пуповина. Видите, вот она. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Вот она. И вот если с этой стороны смотреть, то вот здесь вот прям очень хорошо ее видно. Вот она, видите, бежевая такая, вот она. Вот ее нам нужно как можно ближе к самому пеньку и срезать, что мы сейчас и будем делать. Так, ну вот, наверное, вот здесь вот я сейчас максимально приближу вам, чтобы было видно, вот, саму процедуру. Вот здесь, вот видите, вот она пуповина. Тут у нас, кстати, по-моему, какой-то корешок пытается пробиться. Вот. Но нам этот корешок сейчас как бы меньше всего волнует. Так, ну что, давайте. Я сейчас буду вот так вот. В общем, смотрите, я лезвием вверх и немножко вверх вот туда давлю вдоль основания. Хопа, все. Друзья, я прям отсек его. Видите? Вот он. Ой, вот. Видите, смотрите. Пуповину перерезал. Вот. И теперь у нас что получается? Сейчас я вам... Вот так. Значит, у нас теперь получается эта детка отрезана. Вот. И корни у нас, деткины корни вокруг вот этого листа. Сейчас мы его... О, все. Детка у нас отрезана. Вот. Сейчас попытаемся, если не глубоко, мне бы вот не хотелось, если бы корни у этой орхидеи... О, друзья, нам повезло. Как я прям вот очень-очень хотел этого, чтобы извлечь детку без потрошения горшка. Ну и, собственно говоря, вот у нас остался срезана пуповина, вот она место срезки, видите, вот она. Вот. Пенек у нас остался в целости и сохранности. Я сейчас вот лишние корни уберу. Живые есть корешки у пенька. Сюда мы подбросим немножко, возьму немножко мха живого прям сейчас и закупорю вот здесь ему вот эту вот. И возможно, не факт, но возможно нам где-то вот в этой части, возможно, нам орхидея, этот пенечек даст еще одну детку, но это не точно.
Но в любом случае мы этот пенек отставляем и продолжаю за ним ухаживать, как и ухаживал до этого. Ну а с деткой мы сейчас проделаем процедуры определенные. Достаю, значит, наш уголек. Значит, посадка у нас там старинная, все по старину, по то, как мы любим. Там у нас кора, мох сфагнум и угольки были добавлены, древесные угольки. Так, ну что, эту детку мы сейчас против стресса обработаем. Я ее обработаю тоником, полностью листья, корни, полностью вот так вот ее всю. Вот. Мы ее, чтобы немножко она попиталась у нас антистрессом. Вот так вот. Все. Сразу запах пошел. Янтарной кислоты. Мы ее так и посадим. Вот с такими корнями мы ее так и посадим, друзья. Единственное, что вопрос пока остается открытым с точки зрения вот этого корня длинного. Он такой единственный корень, который длинный и более-менее прям совсем качественный. Смотрите, с кончиком. И он упругий. Не хотелось бы его ломать. Вот. И хочется орхидею посадить во что-то. Я изначально, значит, планировал посадить в мерный стакан. Но понимаю, что мы не уместим орхидею с этими корнями в мерный стакан. Ну, хотя, может быть, что-то как-то у нас получится. Сейчас посмотрим. Да, вот если вот так вот ее потихонечку, прям потихонечку. О, друзья, смотрите, какая прелесть. Но она будет у нас не на середине, а вот так немножко ну, как бы к боку. Да, вот так вот я ее оставлю. Все, друзья, вот так вот. Мы ее и посадим. Видите, как сразу позеленел корень, мы его пшикнули. Вот, вот так мы его посадим, да. Так, ну что, во что я его посажу? Я заранее приготовил на самом деле, друзья, значит, вот эти компоненты. Это кора дуба, такая средней, мельче средней фракции. Это вареная кора средней фракции. И живой мох. Вот. Я вот теперь сижу и думаю, исходя из того, что у нас вот так вот все, прям корень совсем на дно ушел. Так, я сейчас вытру то, что мы набрызгали. Вот так вот. Так. Ага. Хочется как-то, знаете, чтобы максимально комфортно вот этому корешку было. Я сейчас, наверное, знаете, что сделаю? Я сейчас сделаю из мха, сделаю фитиль. Этот фитиль, значит, пускай пока полежит наша с вами орхидея. Немножко корни еще поэластичнее станут. Так, основание орхидеи, там, где мы срезали, вот здесь вот, нужно нам либо перекисью, либо, знаете, я сейчас корицей это все дело, настоящей корицей, потому что орхидея у нас пенек обрабатывался корицей, и, соответственно, орхидея у нас уже знает, что корица это хорошо. Вот, я возьму сейчас корицу. Куда я ее дел? Да, еще бы ее найти заранее. Видите, у меня я не приготовился, я не думал, что так вот получится все. Ну, опять же, друзья, все не предусмотришь. Все не предусмотришь. Так, куда я ее дел? Ох-охо. В общем, у меня только под рукой есть куркума. Корицы у меня я почему-то не вижу. Куда я ее убрал? Куда-то запсотил. А куда? Не пойму. Так, друзья, секунду.
Секунду, секунду, секунду. Да что ж такое-то, а? Что за наваждение такое? Ну точно, орхидея не хочет корицей обрабатываться, а хочет, чтобы ее мы обработали куркумой. Не знаю, я это вырежу, либо оставлю. Вот, но по всей вероятности я оставлю, чтобы... В общем, нет у меня, друзья, не знаю, куда корица делась. Вот. Прям вот неудача какая, а. Вот куда она могла деться у меня? Вот была на видном месте. И все. И куда-то она у нас... Во, все, нашел. Ух ты ж. Ай. Так, Мася, отойди. Так, друзья, корицу я нашел. Опа. Вот. Так, вот она, корица молотая, она у меня настоящая. Вот ей сейчас я основание орхидеи, как и пеньку, обработаю корицей. Вот так вот. Все. Скорее я буду спать спокойно, вот, зная, что в орхидеи основание обработано корицей. Вот, кстати, вот эти корни тоже, которые начали иссыхать, я тоже припудрю корицей. Все, вот так. Так, ну что, на чем мы остановились? На фитиле. Значит, я возьму, чтобы корешок вот этот вот наш, он был возле живого мха. Вот. Я думаю, что проблема нашей орхидеи в том, что она не до конца получала влагу. Вот. Пенек не очень хорошо снабжал нашу орхидею. Вот так вот. Так. Да, вот так. Теперь мы берем вот этот длинный корешок и так его укладываем, чтобы он максимально у нас тут касался, максимально касался вот этого мха, чтобы орхидея у нас была как можно ближе к этому. Вот так. Да, сегодня у нас не быстрое видео, но очень интересное. Мне самому подобные процедуры очень нравятся. Я прям, друзья, кайфую от подобного. Так, ну вот так вот у нас это все получается. Не совсем ровно у нас детка, но это даже и не важно, потому что это у нас все равно временная посадка для того, чтобы орхидея у нас выжила это. Да? Так, теперь на дно я немножко кидаю все-таки, знаете, вот такой мелкой дубовой коры. Это чтобы у нас, скажем так, внизу там никакие гнилостные процессы не происходили. Так, я выбираю кусочки вот такие более-менее округлые. Вот. Ага. И вот так вот. Много не надо. Думаю, что вот так чуть-чуть будет достаточно. Все. А теперь будем укладывать тетрис. Тетрис из уголек еще кинем. Уголек. Вот так. Чтобы абсорбирующие такие моменты происходили. И теперь берем кору вареную и начинаем укладывать тетрис. Вот, аккуратно, чтобы не повредить наши нежные корешки. Вот так вот я вывалю все, чтобы есть тут, чтобы видно было. Вот. И начинаем потихонечку проделывать
Оп. Так. Так. Вот так. Это увлекательные занятия. Не для, скажем так, психов. Вот, потому что это, друзья, требует некой такой, знаете, усидчивости, что ли, концентрации. Ага, вот так. Сюда, в серединку. Корешок у нас, видите, желтенький. Ага, я сейчас возьму вот такой коры дуба сюда. Вот. Вот так вот. Вниз. И вот так вот мы это все потихоньку. Так, нам нужны продолговатые, длинненькие такие кусочки коры. Что-то я не взял их. Сейчас я возьму, друзья. Вот. Заранее прошу прощения за вот эту суету мою. Вот, потому что все, друзья, не предугадаешь. Я беру вот такой с корой. Вот такой вот. И вот отсюда сейчас буду выбирать такие продолговатые, маленькие, разной формы, чтобы этот тетрис составить. Здесь у меня кора такая. Видите? Это вареная кора. Хорошая. Я прям кайфую по ней. Вот. Прям даже вот просто от тактильных вот этих вот ощущений ее берешь. Она прям, вау, прям, смотрите, какая она, прям игрушечная. Прям, не знаю. Прям от одно удовольствие я вот получаю именно вот от этой коры. Так, ну что, давайте. Что-то я тут накидал. Аккуратненько начинаем собирать. Будет здесь, значит... буду еще хотел, что? Еще немножко я хотел добавить еще внутрь. Внутрь немного мха для связки. Ну, не так много, а вот просто вот такие вот как бы длинненькие волокна, да, как ниточки, как такие, знаете, стебельки, которые бы связывали между собой кусочки коры. Вот. И при этом они бы не было бы их много. То есть вот чисто вот просто между собой такими, как, знаете, веревочки. Вот. Волокна. Знаете, вот когда эти укладывают срубы. Вот, и берут, конопатят между бревнами. Мох немного укладывают. И вот так и здесь, между вот этими вот кусочками коры я укладываю вот это вот волокно. Так, значит, вот туда нам нужно куда-то кусочек под основание. Вот так вот. Так. Вот. И чтобы у нас, не дай бог, не повредился корешок. Вот так вот все. Опять волокна мха. Вот так, раз. Вот. И опять мы укладываем вот так вот. Аккуратно. Кусочки тогда прижимаются друг к другу, уплотняются. Так, вот здесь вот нам надо что-то сюда. Вот так вот. Хорошо как. Угу. Так, и уже, детка, смотрите, уже это, уплотнилось и уже не шатается. Видите?
Вот, уплотнилась, не шатается. Вот, зато это нам возможность даст поливать эту орхидею методом раз, налили сюда воды немножечко. И все, и она и она хорошо себя чувствует. Вот, по волокнам все поднимается. Так, вот сюда. Да, вот так вот. Оп. Вот так, да? Стоп. Вот это мы. Да. Так. Теперь еще здесь немножко. Нет, Мася, ну что ты гавкаешь? Охраняет меня под столом, сидит и реагирует на всякие эти шорохи. Кот у меня шарится там, вот, хозяйничает. И Масе кажется, как будто что кто-то ходит. И она подает сигналы, говорит о том, что территория под ее охраной. Так, ну вот так. Теперь я это... Сверху, кстати, можно тоже мелкую вот эту вот кору дубовую положить для таких вот защитных вещей, чтобы у нас сверху никакие грибные комарики не шарились. Вот так вот, да? Да. Потому что все равно сверху здесь от обычной вареной коры функционала особо нету. Тут у нас влаги нету, по большому счету. Но зато слой защитный для защиты от разных насекомых было бы неплохо вот так вот прикрыть. Все, друзья. Вот так у нас все это дело получилось. Бирку я попозже, после того, как закончу видео, бирочку сюда вставлю. Вот так у нас получилась посадка орхидеи. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Тут все прекрасно. Корень. Мы его видим. Он у нас с мхом. Водички сюда капнули. Мох смочился. Орхидея получает влагу. Вот, и ждем новых корней и роста этой орхидеи. То есть это теперь вот это пенек для орхидеи. Вот эта посадка, это теперь пенек для этой орхидеи. Вот. Цветок не буду я удалять, так и есть, пускай и будет. Будем за ней, друзья, наблюдать. Вот такая вот у нас сегодня получилась. Из одной орхидеи получили три пенек. Детка с пенька и макушка. Вот такая вот у нас сегодня история интересная. Вот так. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.